Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Я так люблю их взаимодействие. Приятно видеть, что в душе они все же сорванцы, что изводили своих хёнов и 10 лет назад. Девятое место. Что сделает один, повторит другой. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «BTS вернулись и покорили мир». Сеул покраснел, а фанаты посинели от злости. Произошел гениальный троллинг от BTS. Подробное объяснение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда Чонгук один, слишком сосредоточен на работе, но когда Тэхён рядом, он может поднять настроение Чонгуку своими забавными действиями. Седьмое место. Так, а куда это мы смотрим? Шестое место. Поведение пары. Чон Чонгук, ты слишком очевиден, но продолжай, нам это нравится. Я влюблен в их любовь. Пятое место. Чонгук, твой интерес так очевиден.
4 место. Забота. Чонгук выражает свою любовь к Тэхёну, делая для него снежный шар, приложив к этому максимум усилий. Третье место. Новости. Альбом Arirang стал первым и единственным альбомом мужского исполнителя и группы, который преодолел отметку в почти 5 миллионов предсохранений на странице обратного отсчета в Spotify. Цифры подтверждают огромный интерес к альбому. Неподражаемый. Ходит слух, что Тэхён во втором тизере является как минимум офицером, как максимум капитаном судна, на котором плывут участники в направлении, которое пока знают только они. Внесу немного ясности. Ремень или пояс не является частью униформы капитана корабля военно-морского флота. В реальности морские офицеры того времени носили тонкий портупей для крепления кортика или сабли. Погоны — это стандартные знаки различия офицера, а не массивные палеты, которые обычно полагались высшему командованию в ту эпоху. Так что объективно, перед нами не уставная форма капитана, а эстетичный, собирательный образ высокопоставленного морского офицера или даже аристократа в стилизованном мундире. Его ямочки делают мое сердечко слабым. Место съемок или одна из локаций клипа Суим – морской музей Лиссабона, Мьюзио де Маринха, Лиссабон, Португалия. Морской музей – это один из самых важных и посещаемых музеев Португалии, посвященный богатой истории мореплавания этой страны. В нем представлена огромная коллекция, рассказывающая об эпохе великих географических открытий и португальском флоте. Здесь можно увидеть детализированные модели кораблей, старинные навигационные приборы, морские карты, артефакты судоходства и даже настоящие, богато украшенные королевские баржи XVIII века. Совершенство в любом качестве разрешения. Лили Ринхарт, актриса, продюсер и автор, подписалась на BTS в Instagram. Помимо актерства у нее есть и другая сторона, писательская. В 2020 году она выпустила книгу стихов Swimming Lessons, где открыто пишет о тревожности, любви, самооценке и уязвимости. Это очень личная работа, и именно она показала ее с совершенно другой, более глубокой стороны. Она довольно избирательна в публичной активности. Поэтому даже такой, казалось бы, простой жест, как подписка на BTS, воспринимается фандомом как неслучайность. Ну почему он такой? Пускай продолжает. На сегодняшний день 12 из 14 треков из альбома Arirang прошли оценку КБИС. Пока нет оценки песен They Don't Know About Us и 29.
Оценка песен BIS – это система проверки музыкальных треков, которую проводит южнокорейская телерадиокомпания Korean Broadcasting System. Перед тем, как песня может прозвучать на телевидении, радио или в музыкальных шоу, она обязательно проходит официальную проверку. Специальная комиссия анализирует содержание трека и решает, допускается ли он к трансляции в эфире. Такая проверка нужна для того, чтобы убедиться, что песня соответствует стандартам вещания и не содержит материалов, которые могут считаться неподходящими для широкой аудитории. Я в плену твоего взгляда, твоего голоса, твоей души, и сердце бьется только в такт с твоим. В аккаунте Тэхёна в TikTok появилась отметка «Исполнитель». Она появляется, когда аккаунт официально признается музыкальным артистом со стороны платформы. Самому ее никак не поставить. TikTok автоматически присваивает статус подтвержденным авторам, если через официальную систему дистрибуции на платформу загружено 3 или более их собственных трека. Ждем Dance Challenge с Чангуком, чтобы уже окончательно убедиться. Аккаунт прошел верификацию, возле имени стоит синяя галочка. Тэхён глазами Чангука. Мы не можем отрицать его влюбленности. СМИ написали: BTS открывают завесу над своим возвращением, представив тизер клипа на заглавный трек «Суим» из предстоящего альбома «Arirang». Впервые звучит мелодия, и этого оказывается достаточно, чтобы почувствовать, их камбэк спустя 3 года и 9 месяцев будет особенным. Видео разворачивается как сцена из фильма. Женщина вбегает в пустой музей, торопливо, будто за чем-то важным. Она осматривает экспозицию, пока ее взгляд не останавливается на огромной модели корабля. Время будто замирает. Свет вокруг начинает гаснуть один за другим, оставляя в центре только этот корабль, освещенный как символ. И затем переход. Мерцающая поверхность моря, мягкие волны, спокойствие. На воде появляется слово «суим». И все обрывается, оставляя ощущение начала чего-то большего. Режиссером выступила Танум Юноу, автор визуально сильных работ, включая клип «Standing Next to You», а также сотрудничество с Post Malone, Doja Cat и Dua Lipa. И это чувствуется, ведь тизер больше похож на кинематограф, чем на привычный формат. Любимый дурашка. Армии организовали проект, чтобы выразить поддержку и заботу о людях, которые за кулисами обеспечивают подготовку и безопасность концерта. 300 согревающих наборов с надписью «Спасибо за вашу работу». С уважением, армии будут переданы монтажникам и техническим работникам, которые устанавливают сцену и проводят другие подготовительные работы на площади Кванхвамон в Сеуле, где в последние дни заметно похолодало. У армии огромные и самые искренние сердца. Аура Тэйкук.
СМИ написали: на площади Кванхвамон участники проведут свое камбэк-выступление в честь выхода 5-го студийного альбома «Арирэнг». С момента первых новостей в начале года это событие стало одной из самых обсуждаемых тем не только среди фанатов, но и среди широкой публики. И не случайно. Сила момента открытия площади в 2009 году – это будет первое кей-поп выступление такого масштаба в этом месте. Даже после реконструкции в 2023 году, когда пространство расширили и сделали более доступным для горожан, проведение крупных концертов здесь считалось практически невозможным. Площадь использовалась в основном для митингов или временных собраний, но не для полноценных шоу. Тем не менее, участники сделали смелый выбор – вернуться полным составом именно сюда. И город поддержал это решение. Обычно концерты такого уровня проходят на закрытых стадионах. Но BTS выбрали Кванхвамон, место, где пересекаются история, культура и современность, чтобы продемонстрировать, как кей-поп может гармонично соединяться с корейской идентичностью. С 16 марта на площади началась установка сцены. Пространство, еще недавно спокойное, мгновенно наполнилось ожиданием. Перед историческим комплексом выросла огромная квадратная сцена, символ встречи прошлого и настоящего. На самом деле, это было лишь вопросом времени. Участники уже не раз демонстрировали корейскую эстетику в своем творчестве. В 2020 году они снимали выступления у Janbogng Palace в залах Кэнджон и Кёнхверу для эфира на NBC, исполняя айдол в стилизованных ханбоках, подчеркивая гордость за свои корни. Новый альбом «Арирэнг» продолжает эту линию. Выступление на Кванхвамон станет кульминацией этого пути. Впервые артист будет исполнять кей-поп-музыку, стоя между статуей короля Седжона и историческим сердцем Сеула, и транслировать это на весь мир через Netflix. Это уже не просто концерт. Это момент, когда влияние кей-поп перестает быть чем-то, что видит только через экраны, и становится частью истории и культуры. И именно BTS оказываются в центре этого момента. Милые моменты с Тэхёном для хорошего настроения. На фоне приближающегося камбэка группы BTS, компания Hype выступила с заявлением относительно использования красного цвета в предстоящем выступлении. Они заявили, красный цвет, используемый на концерте на площади Кванхвамон, является ключевым цветом альбома «Арирэнг». По просьбе Hype власти Сеула также используют красную подсветку. Просим не интерпретировать это культурное мероприятие чрезмерно с политической точки зрения. Участники проведут выступление в честь релиза нового альбома 21 марта на площади Кванхвамон. В связи с этим власти Сеула планируют включить красную подсветку на главных городских достопримечательностях, включая башню Намсан Сеул и Lot World Tower. Однако часть фанатов выразила недовольство, отметив, что символическим цветом участников и фанатов является фиолетовый. Они раскритиковали городские власти, предположив, что символика была изменена произвольно и что артиста пытаются использовать в политических целях. В ответ Hype вновь подчеркнули, что красный – это лишь ключевой цвет альбома «Арирэнг», и призвали не придавать этому излишне политическое значение. Предыстория. Многие корейские армии сегодня в соцсетях активно призывают городские власти Сеула и компанию Hype обратить внимание на то, что официальный цвет фандома – фиолетовый, критикуя всех вокруг, что так нельзя и нужно срочно что-то делать.
действительно прогрессивный человек. СМИ написали, участники впервые с 2021 года появятся в вечернем шоу с 2 выпусками на The Tonight Show старринг Джимми Фэллон. Группа примет участие в студийном интервью и исполнит 2 песни. Интервью и первое выступление выйдут в эфир в среду, 25 марта, а второе выступление покажут на следующий день. Их визит состоится после выхода 5-го студийного альбома «Ари Рэнк». В последний раз участники выступали вместе в The Tonight Show во время специального выпуска BTS Takeover в июле 2021 года, хотя с тех пор некоторые участники уже по отдельности появлялись в шоу. О новости сообщили в социальных сетях Джимми Фэллона и официальных аккаунтах The Tonight Show. В выпуске от 25 марта также появится Ариана Дибос. В эпизоде 26 марта ожидаются Крис Пратт и Чарли Дэй. Шоу записывается перед живой аудиторией в студии 6B в 30 Rockefeller Center и выходит в эфир на NBC, а на следующий день становится доступно для просмотра на Peacock. Эти моменты слишком прекрасны. Анализ показывает, что экономический эффект от предстоящего концерта BTS в Кванхвамон может достичь 265 миллиардов вон. Доходы, которые принесет мировой тур, начинающийся с выступления на площади Кванхвамон, как ожидается, могут превысить рекорд Тейлор Свифт. Участники выпустят новый альбом «Ари Рэнк» 20 числа, за день до концерта, и начнут мировой тур по 82 городам на 5 континентах, стартующий выступлением 21 числа. Bloomberg сравнил экономическое влияние участников с рекордом, установленным Тейлор Свифт благодаря ее туру Eras Tour. Прежде всего, ожидается, что концерт 21 числа значительно превзойдет средний экономический эффект одного шоу Тейлор Свифт в США, примерно $50 миллионов. Профессор Пусанского национального университета Сидаба отметил, группа приносит огромную прибыль каждому городу, где выступают. Как и Свифт, они обладают силой заставить фанатов преодолевать тысячи километров, чтобы попасть на их концерты. Бум вокруг BTS уже начался. Сразу после объявления тура количество зарубежных поисков жилья в Сеуле выросло на 160%, а поиски проживания в Пусане на 2400%. Некоторые отели повысили цены на номера до 7 раза на период концертов, что вызвало скандал с завышением цен и привело к вмешательству властей. Большой интерес вызывает и контракт на глобальную трансляцию концерта на Netflix. Хотя точная сумма сделки не раскрывается, представители индустрии считают, что она может быть сопоставима с контрактом на $60 миллионов, который Netflix подписал с Бейонсе в 2019 году. Бизнес в районе Кванхвамон также ожидает положительный эффект от концерта BTS. Пак Сун Кей, владелица ресторана рядом с селом Площадью, рассказала: «В последнее время мы переживаем спад из-за снижения потребления, но я закупила ингредиентов более чем в 10 раз больше обычного». Он – редкость в этом мире. Он особенный.
Эффект Тэхёна, как один пост в Instagram, возродил интерес к поэзии. Ви снова подтверждает статус главного инфлюенсера культурных трендов. После того, как Тэхён поделился сборником стихов Чомальсон, мне нравятся те части, которые я не понимаю. Продажи книги взлетели на невероятные 450% всего за месяц. Издательский рынок Кореи официально заявляет о новом золотом веке поэзии. Благодаря Ви и таким исполнителям, как Ханрора, молодые люди заново открывают для себя магию слов. Для фаната это не просто покупка книги, это способ заглянуть во внутренний мир артиста и найти утешение в тех же строках, что вдохновляют его. Тэхён выбирает произведения о самопознании и принятии, превращая чтение в настоящую терапию для души. Вот как выглядит два человека, когда им посчастливилось найти друг друга. Мы вернулись в эру огромных бесформенных свитеров. Пусть тебе приснится что-нибудь очень хорошее, например, Чангук. Эль Джапен. Будучи золотым макне, Чангук обладает безупречной внешностью и исключительным чувством стиля. Мы тщательно изучили его личный стиль. Похоже, издание Elle.com полностью посвятило себя разбору модного стиля Чангука за все годы сотрудничества с брендами. Но удели ему внимание, Тэхён. Сразу несколько развлекательных изданий обратили внимание на непринужденное обаяние Ким Тэхёна, идеально соответствующее весенней коллекции Snow Peak 2026 года, воплощающее философию бренда и укрепляющее его имидж, определяемый комфортом, простотой и современным стилем. Второе место. Это так интимно. Мне кажется, мы там были немного лишними. Давайте признаем, что Чангук без ума от Тэхёна. Первое место. Тэхён любит посылать воздушные поцелуи с губ Чангука, а Чангук любит целовать его ладонь в этот момент.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.